Добрый вечер. Сегодня я хочу продолжать тему, которую я начала 1,5 месяца назад, или это уже 2 месяца. Господь побуждает меня говорить, Господь побуждает меня говорить о Его делах, о Его величии, о Его славе. Господь дал мне в 30 лет начать рисовать чудесным образом. И я знаю, что в моих картинах есть какое-то откровение о Его славе, о Его величии, о Его структуре Вселенной. Сегодня я начала смотреть, не досмотрела до конца видео, которое мне дало какие-то знания, конечно же. И я хочу говорить дальше. Теория, которую я хочу рассказать о существовании Бога, о том, что если ученые уже скоро начнут писать «большой взрыв» с большой буквы, то я уже не удивлюсь, потому что для них это он родитель. Богу, конечно, может и обидно, что люди не видят его действий, его дел через церковь, через верующих. Не видят, что Бог есть, что Он любящий Отец. Написано «горе миру от соблазна». Ну, соблазны, скорее всего, что в церкви существует. Может, я кого-то соблазнила о Боге, может, я как-то не так жила. Вот. Ну, Бог хотел, чтобы люди верующие были светом мира. Те, кто познали, что Бог есть. Чтобы они благовествовали, чтобы они наполняли вселенной правдой. К сожалению, в церкви нету элементарной справедливости. Многие возглавили церковь, любят деньги, любят доходы, любят богатство, соревнуются с миром. Хотя история церкви наполнена трагедией, презрением верующих, презрением благовествующих, презрением тех, кто живут правдой, честью. Поэтому мы так страдаем, поэтому суды Божьи. Написано в Откровении, что доколе те будут плачут души о том, что когда же ты будешь наказывать? Бог, когда ты будешь наказывать за то зло, которое совершили против нас, против верующих? Жизнь продолжается, жизнь наполняется злом. Бог этого не хотел явно. Богу больно, люди отрицают информацию о нем, много чего опускают, развлекаются теми вещами, которые абсолютно не славят Бога, даже наоборот. Написано, что ради вас имя Божье хулится у язычников. Кто такие язычники? Это те, которые не знают Бога, у которых многобожие. Многобожие – это количество грехов, я так думаю. Я сегодня вышла в эфир опять спонтанно. Знаете, когда-то Моисей получил от Бога задание построить скинию, а потом жертвенник построить из камней. Сказал Бог: построй мне жертвенник из необтесанных камней, потому что иначе они будут осквернены. Поэтому я говорю экспромтом. Зачастую вот я получила какую-то информацию, проанализировала ее и выхожу в эфир. Потому что иначе, если я начну анализировать, начну что-то группировать в своих мыслях, составлять план,
Богу это не угодно, получается, что он не получает той жертвы, которая ему нужна. Но сейчас же мы не делаем таких жертв, какие делали евреи. Мы же не приносим кровавых жертв. Хотя евреи вот ждут красную корову, хотят ее принести в жертву. И красная корова, она приносится в жертву вроде не за грехи, там как-то интересно. Вот ждут люди, ждут красную корову, но не каждый год находят красную корову без пятна, без порока. Но это как символ последнего времени, когда Бог даст эту красную корову. Вот. Насколько я помню, это как раз красная корова приносится за грех неведения народа. Люди не знают, что нас ждет, а ждет неприятные вещи. Я уже давно говорю неприятные вещи. Ну, а теория черных дыр – это та теория, которая разрушит вообще понимание Большого взрыва. Вот я сегодня свежую информацию какую-то запоминала, какой-то французский ученый, еще какой-то итальянский или испанский ученый. Новая теория о черных дырах. В общем, уже черные дыры возникли сразу после Большого взрыва. Понимаете, новая теория. То какая-то плазма возникает сразу после черного взрыва, теперь уже после Большого взрыва. Теперь же черные дыры возникают после Большого взрыва. Ну, в общем, теорий очень много. Но вот это вот истина, что черная материя не участвует в электромагнитном взаимодействии и потому недоступна для изучения. Как раз она и показывает, что на самом деле совершилось. Я думаю, что когда в Ветхом Завете говорится о тверди, то это как раз идет речь о черных дырах. Ну, априори вообще называть это структуры дырой вообще безумие, абсолютная глупость, поэтому люди в заблуждении, поэтому они думают, переносят мистику на эти черные дыры и ищут в них какие-то выходы, другое пространство, хотели бы ускориться в этих черных дырах, куда-то перелететь побыстрее. Придумали уже себе белые дыры, которые тоже ищут. Вот. Получается, что первичные черные дыры, возникшие сразу после Большого взрыва за миллиарды лет существования, испарились благодаря излучению Хокинга. Я не знаю, что такое излучение Хокинга, я не углублялась в эту теорию. В общем, испарились первичные черные дыры, превратились в белые, а белые – это те, которые, наоборот, излучают энергию. Черные дыры засасывают, белые, наоборот, не дают возможности подходить. Пусть будет так. А давайте теперь подумаем, что такое черная дыра. Ну, эту теорию я уже давно ношу, но за сколько там, 300 с чем-то своих выступлений в эфире прямом я ни разу об этом не говорила. Вот почему? Потому что, может, ждала, что кому-то это откроется. Но, видно, среди ученых почему-то все неверующие или Бога не любящие, или немножко издеваешься над ним, или не немножко издеваешься над ним, издеваются. Вот, ну, я хочу Бога защитить, вот, потому что я живу верой, понимаете? И, наверное, у Бога все очень сложно, да, когда он Аврааму сказал перенести в жертву сына, и он пошел послушно. Ну, якобы это шутка была. Наверное, Богу очень сложно с нами, если он такое делает. Вот. И тот, кого Бог избрал для служения себе, тоже пострадал от грешников, хотя мог избежать этого. Но он осознал цену этой жертвы. И мы говорим о вознесении Иисуса Христа и о том, что придут и люди все тоже. Иисус второй раз придет, и люди все будут вознесены тоже. Но, к сожалению, ничего такого нету. О вознесении пишется только в одной книжке, от Луки. В остальных книжках Евангелия не пишется о вознесении. Это, кстати, знак
Потому что при двух свидетелях совершается всякое слово. Если бы еще в одном Евангелии было написано о вознесении, еще можно было там было. Но, к сожалению, есть очень печальные новости. Недавно посмотрела видео, я его смотрела когда-то, но как-то не углубилась. Ну, что когда была трагедия и погибло много людей во время, там, где это было, ну, неважно. Вообще, после любой трагедии, возможно, совершается страшная вещь. Зафиксировали вспышки на Солнце, зафиксировались какие-то явления на Солнце. Ученые говорят, что там видели души человеческие. Вот тебе и Солнце, вот тебе вознесение. То есть люди возносятся, души возносятся и приближаются к огромному страшному, вблизи которого все сгорает. Вот, то есть вот тебе все вознесение, вот все откровение о вознесении. Поэтому я утверждаю, что жизнь продолжается на земле. Факт того, что тайные дела судятся Богом, сейчас уже судятся. Тайные все грехи, которые приводят к самым большим последствиям трагическим. Люди обмануты, люди страдают, люди не видят будущего. Вот. Но я в основном выхожу в эфир ночью, там не меньше всего трогает, но мы, к сожалению, просмотры исчезают. Может, и сейчас блокируется мое выступление. У меня и так немного просмотров, но они куда-то исчезают. И я не... Вот черные дыры набрали 200 с чем-то просмотров, сейчас уже там, сколько осталось, 80 почему-то. Вот, и мое видео просто не могут видеть люди. Я не могу им говорить. Я не рекламирую абсолютно, не прошу, чтобы кто-то меня там лайкал, кто-то меня распространял. Ну вот факт налицо. Последнее видео «Черные дыры» я через день, в тот же день поделилась 3 человека, потом все исчезло. Осталось 9 просмотров. И кто-то один поделился. Ну, в общем, сломали мой аккаунт, не знаю. Вообще ведет себя неправильно. Я не хайпую свою информацию, я пришла говорить о том, что есть. То есть, так, как я вижу. Мне абсолютно неинтересно, я не зарабатываю на ютубе. Нету цели тут раскрутить свой канал и получать какие-то деньги. Абсолютно. Ну, а то, что я сегодня говорю, это... не думаю, что это версия, я думаю, что это истина. Вот. Поэтому, когда мы говорим о черной дыре, я сейчас буду менять это название, наверное, я бы сказала об это центр. Это структура Божья. И то, что я сегодня скажу, ну, просто опровергнет любое понятие большого взрыва. Потому что я понимаю, что ученые думают, все взорвалось и быстро закрутилось. Закрутилось и понеслось. Вот. Но ученые заявляют, что они не знают, как образовались планеты. То есть они не могут доказать, что от взрыва образовались планеты. И то, что я скажу сейчас, уже проверит любое понятие взрыва. Какие красивые галактики фотографируют ученые. Говорить о том, что Вселенная создана дядей большим взрывом, это смешно. Вот. Значит, так как черные дыры все-таки зафиксированы в центре любой галактики, это говорит о том, что черная дыра – это то, что держит всю галактику. Имея огромную массу, имея огромную силу притяжения, черная дыра – это та точка, ну, точкой, конечно, не назовешь, вокруг которой совершает свой оборот огромная структура под названием галактика.
свою очередь, каждая звезда тоже имеет такую возможность, в нее могут обращаться планеты. Вот все, что я хотела сегодня сказать. Будьте благословенны.